Здорово, друг. Меня зовут Леха, мне 28 лет, и я занимаюсь съемками рекламы. Но сегодня я показываю не рекламу, а мой первый YouTube ролик. Погнали. Сегодня я думаю рассказать, нафига оно мне, не знаю, или тебе, может быть, надо. И немного поговорим о том, как я к этому пришел, какое оборудование нужно для вот этого всего замечательного, почему я не делаю видео о своей работе. Типа, казалось бы, столько мероприятий и всего интересного, но, тем не менее, я решил стримить КС, и почему именно КС? Давайте кратко. Мне 28 лет, я занимаюсь съемками рекламы и люблю играть в КС. В студенческие годы я этого делать объективно не мог, потому что у меня было очень сомнительное слабое железо. Тогда у меня был какой-то Intel Core 2 Duo и видеокарта GTS, что-то там, 400 что-то. И КС работала, дай бог, 80-100 FPS. В лучшие годы после какого-то апдейта FPS было в районе 40, соответственно, особо ты не поиграешь и не постримишь, хотя я очень этого на самом деле хотел. И вот сейчас у меня есть хорошее железо и возможности, и я думаю, а почему бы этим не заняться? Хотя вот бытуют вот эти предрассудки по типу, тебе сколько лет, какого ты будешь этим заниматься? Почему КС? На самом деле это игра, которая преследует меня со времен КС 1.6, далее Source, соответственно, CSGO в студенческие годы. Как раз таки тогда я уже хотел начать делать какой-то контент, но, увы, мой старенький Core 2 Duo и видеокарта от Nvidia просто этого не позволяли. Сейчас у меня имеется прекрасный, замечательный ноутбук. Про железки мы поговорим чуть позже. Про стриминг и в целом видеоконтент. Я чувствую себя немного сапожником без собак, потому что я всем снимаю видео. Это может быть какой-то бренд, какой-то блогер. Неважно абсолютно какой заказчик, но суть в том, что я делаю контент для кого-то, но не для себя. А теперь моя самая любимая глава. Мифы и предрассудки. Возможно, у кого-то это порвет сраку, мне абсолютно без разницы. Первое. Тебе 28 лет, ты занимаешься какой-то найди себе нормальную работу. Меня абсолютно никогда не волновало, кто что обо мне думает. Собственно, я танцую от обратного, и это должно волновать кого-то, и поэтому я занимаюсь тем, что мне нравится. Просто делайте то, что вам по кайфу. Даже если вы услышите эту точку зрения, окей, это их точка зрения. Просто делайте то, что вам нравится, и все. На самом деле в мире все очень просто. Многие думают, что о них подумают, но на самом деле многим на них похуй. Волнующий, наверное, всех вопрос, что делать, если у тебя 0 зрителей? Да ничего, ё-моё. Неужели многие не понимают, что абсолютно неважно, сколько у тебя человек сидит на стриме? Просто делай то, что тебе нравится, и будь что будет, елки-палки. То, что человек... Вот знаете, вот эти стримеры, которые прикручивают к себе там 100 просмотров, 200 просмотров. Зачем, ради чего эти цифры? Ладно, одно дело, если это отчет перед начальством, когда вы стримите для какой-то конторы, а такие люди тоже имеются, это там беттинг, гэмблинг, история с рулетками и прочей шнягой, но если вы обычный человек, то нафига вам об этом париться, просто занимайтесь тем, что вам нравится, играйте, записывайте и нарезайте. Если вы хотите большего онлайна, привлекайте контентом помимо стримов. У вас наверняка есть друзья, которые придурки и что-нибудь вытворят или сказанут что-нибудь эдакое на стриме. Вы с радостью можете вырезать и опубликовать эти моменты в ТикТоке, Инстаграм и прочие площадки, поэтому не парьтесь. 0 на стриме — это нормально. Если у вас комплексы по поводу первого зрителя, вы можете его просто завести. Да, первый зритель. Какое оборудование вам нужно для стрима? Конкретно на данный момент меня записывает микрофон Fifine AM8 какой-то там, пантограф за 1000 рублей. Это для удобства, но это правда удобно, когда вы можете двигать ваш микрофон. Камера. Меня записывает Sony FX30. Да, она стоит дофига, но на замену чуть подешевле существуют варианты Sony 6000 линейки. Советую в этом покопаться, если вам интересно. На самом-то деле вы можете использовать и вебку от ноутбука, либо какую-нибудь прям дешевую. Наглядный пример. Вот это вот дешевенькая камера Fifine стоит что-то в районе 2000 рублей. Да, изображение не прекрасное, не поспорю,
Но за неимением ничего хорошо будет и это. Почему бы и нет? А вот вам пример. Да, вариант выглядит не сказать, что шикарно, но тем не менее вполне себе юзабельно. К тому же в играх вы будете вебку убирать куда-нибудь в угол. Вот так. И вот так это выглядит уже вполне себе терпимо, почему бы и нет. Пытливый зритель скажет: блин, но у меня нет какой-то вот распрекрасной видеокамеры, кинокамеры, веб-камеры. Ну, на самом деле ответ прост. У тебя в кармане лежит твой телефон, который ты можешь спокойно подключить к своему компьютеру и использовать его как веб-камеру. Все твердят про то, что нужен мега дорогой свет. Я, как видеооператор, скажу вам, что для стрима нифига это не так. На самом-то деле вы можете использовать то, что у вас есть под рукой, либо чуть-чуть подкопить и купить что-то не совсем дорогое. На данный момент у меня в качестве света используется основная умная лампочка. Вы можете регулировать ее с телефона. Сзади работает как контровой свет. Вот эта вот штуковина стоит рублей, наверное, 200. И как фон работает обычная RGB лента, которую вы можете купить, не знаю, на любом ВБ, Озоне и так далее и тому подобное. Железо вашего ПК. Самая важная, наверное, часть. Да, производительность. Куда без нее? Ну, типа, не то, что стримите, играть не сможете. Конкретно в моем случае, как вы можете заметить, трудится вот этот вот работяга. Я и трансляции, и игры запускаю вот с этого вот. В такое прекрасное мы время живем, конечно, ноутбук, да, не из дешевых. Это ноутбук HP Omen. Я засунул туда 64 гигабайта оперативной памяти, процессор Ryzen 9 5920HX и видеокарта RTX 3070 Mobile. Ноутбук все время живет на подставке, монитор у него все время отключен. От него тянется огромная коса, которая подключает два монитора, микрофон, наушники, мышь, клавиатуру и так далее и тому подобное. Да, технически он выступает в роли системного блока. Софт, в котором все это делается. OBS, собственно, для записи и для стрима. Вот тебе прекрасный, замечательный интерфейс OBS. С разбегу, конечно, ни хера не понятно, но на деле здесь сцены, между которыми ты переключаешься. И вот в источниках вы можете настраивать, что бы вы хотели показывать в рамках одной сцены. Здесь, собственно, начать трансляцию, ну, запись и настройки, выход и так далее и тому подобное. Если надо будет подробнее, это потом. Немаловажно выбрать площадку. Я считаю, что на данный момент оптимальными является Twitch и YouTube. Я не вижу смысла рассматривать ВК с его просмотрами. Просмотры ВК — это самая сказочная вещь, наверное, которую я видел. Вы открываете ролик, смотрите статистику соотношения просмотров к лайкам и комментариям, и можно все закрывать и забывать. Кик, на мой взгляд, это такая специфически направленная площадка, которая, кстати, на данный момент очень громко говорит о том, что она либо перегонит Twitch, либо просто завладеет им. Ну, время покажет. Кстати, по поводу игрового контента, если хочешь видеть, как я катаю в КС-очку, подписывайся на мой Twitch. А также 20 числа, не забывайте, выходит Stalker 2, который я также буду стримить на своем Твиче. Буду рад тебя там увидеть. Подписывайся, ставь лайки, обнял, поднял и так далее. Ну вот и все, в принципе, сказал все, что хотел сказать. Стримить или нет, это вы решаете, разумеется, сами. Я решил стримить, потому что я все равно буду играть в игры, потому что мне это банально нравится, а время при этом тратится, и, может быть, оно потратится с пользой, посмотрим, не знаю. В описании оставлю свои соцсети. Буду рад, если вы подпишетесь. И на ютубчик тоже, и на Twitch. Twitch так особенно. Но если у вас остались какие-то вопросы, с радостью задавайте их в комментариях, отвечу на каждый. Либо вы можете написать свои предложения по будущим роликам. Желаю творческих успехов, никого не слушайте, просто делайте. Всего хорошего.